Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 13-я серия Код Гиас, Восставший Лелуш. Серия называется «Ширли и пистолет». Он был праведным человеком, который веровал в Господа. Он был хорошим другом нам всем. Своей жене он был примерным супругом. Своему ребенку он был добрым отцом. О, хоронят отца. Папа! Теперь же пускай он покоится с миром. Да. Нет, стойте! Больше не закапывайте его! Не заставляйте его больше страдать! Дорогой! Дорогой! Мама! Мам! Да. Не, ну это всегда тяжело, когда родной человек внезапно уходит. Внезапно именно. Когда от старости как-то... Папочка, когда-нибудь я буду твоей женой. Это меня радует, милая. Но ведь воспитательница в детском саду тебе говорила, да? Когда-нибудь ты встретишь кого-то и полюбишь его. О, Больше, чем тебя? Да. Недостаточно будет сказать, что просто полюбишь. Но если ты действительно полюбишь того человека, и он тоже полюбит тебя, это точно не то тот я вариант. буду счастлив от всего сердца. Лилуш, Я только... Прости меня, Ширли. Перестань, за что тебе извиняться? И меня прости. Ну это... Во время захвата отеля, когда я увидел черных рыцарей по ТВ, то подумал, что они крутые. В смысле, даже в новостях все светили неверно. Я даже оставил на некоторых форумах посты о том, каким классным было произошедшее в Нарите. Поэтому прости меня, пожалуйста. Да брось ты. Это вообще к делу не относится. Даже я думала, что случившееся в Нарите было... Хватит уже. Меня сейчас больше ты сама беспокоишь. Ты выплакалась как следует? Если пытаешься сдержать все в себе, потом еще хуже будет. Я в норме. В порядке. что-то мне так не кажется. Поплакала уже. А, это Это как... малодушие. Орден Черных Рыцарей. Методы Зера трусливы. Он никогда не принимает вызов сам. Все, что он делает, так это использует людей и усугубляет проблемы. А потом объявляет себя победителем. Это же ничего не изменит. Любой результат, полученный благодаря неправильным методам, лишен смысла. Я его убью, серьезно. Что ж, как бы там ни было, нам пора идти. Ширли, мы будем тебя ждать в старой доброй комнате студсовета, так что... Ладно, народ, пошли. Эй, Лилуш. Ась. Оставь их наедине. А, смотрите, кое-кто ревнует. Да уж. Не, ну... Ирония тут просто мировая. Серьезно. Ну, что-нибудь скажете друг другу, может быть? Лилуш, не тормози. Лулу, прости меня. Это было нечестно с моей стороны. То, что я сделала, это было правда нечестно, да? То, как я это сделала, у тебя не оставалось иного выбора. Поэтому просто забудь и прости, что поставила в такое положение. Я сбила с пути. Я имею в виду, ты меня поцеловала, а это меня даже не радует. Ширли. Да. Нет, он правда сейчас в очень фиговом положении. Я про Лилуша. Интересно, он из жалости это сделал или из-за чувства вины? Короче, ну, он все равно человек. И на его руках много людей. Сожалеешь о том, что вовлек отца подруги во все это? Интересно. Разве не ты обвинял Кирихару в мягкотелости? Ты сказал, что готов пойти по кровавому пути. Замолчи. Но это ты слаб. Думал, что все это какая-то игра? Ты уже многих убил. Еще как. Своими руками. Или своими речами. Или своими Замолчи. речами. И у всех них были семьи. Любимые, друзья. Надеюсь, ты не хочешь сказать мне, что не понимал этого раньше? И вот так ты оказался готов? Заткнись! Я непоколебим!
С того самого момента, как убил Кловиса! Так почему ты сейчас колеблешься? Или тебя обуревают чувства? От поцелуя, что она вымолила? Именно вымолила, кстати. Несмотря на весь твой пафос, ты всего лишь наивный маленький мальчик, болтун с огромным самомнением. На данной стадии ты не имеешь права колебаться или останавливаться. Вот в этом она Тебе надо 100%. держаться, чтобы выжить, так ведь? Вот тут она Не права. разочаровывай меня. Здесь она 100% права. На нем еще больше крови на руках будет. В дальнейшем. 100%. Смотрите. О! Это всегда кадр такой делается, когда человек чувствует себя грязным, весь в крови, весь в грязи. И никак не может это смыть. Да, поэтому люди дискриминируют друг друга. И поэтому ты убил моего брата. Я думаю, что результат не имеет значения, если средства его достижения неправильны. Так ты собрался сделать это? Тебе-то легко языком чесать. Не надо, у нас разные матери, но я все равно твой брат! Их позиция однобокая и самодовольна. И чтобы получить такой добрый мир, Я бы хотела, чтобы мир стал добрым. у тебя, как оказалось, есть причина жить. Чтобы все изменить. Уходишь, чтобы пойти по кровавому пути? Ну, теперь дороги назад у тебя нет. Интересно, как он Оги. будет Это я. теперь Зеро. действовать? Как он будет теперь действовать, интересно очень. Какими методами? Облегчиться или наоборот? Уже переступив грань, теперь будет легче. Ага. А не опасно ли эти фотографии у себя держать, а? К слову. Так. Это что такое? А. Так. Самописец С4 контакт. Протокол установлен. Есть Вот же незадача, Сузаку. У нас приказ от личной гвардии, принцессы Корнелии. В нем говорится о том, что мы принимаем участие в операции. О как. Так они признали твое мастерство или опять используют тебя? Ллойд, А? мне преподать вам пару уроков того, как полагается вести себя с людьми. Нет уж, увольте. Уже Так получил, вот, да? насчет той операции. По щам. Постой, Зеро. Я понимаю, что эта просьба исходит от Киото. Разумеется, мы за нее возьмемся. И я уверен, что ФОЯ скорее предпочел бы сражаться вместе с нами, а не сбежать за границу. Но... Это ты, Дитхард, передавший нам информацию? Да, Зеро, встретиться с вами лично — честь для меня. Верно ли, что принцесса Корнелия развертывает механизированную морскую пехоту для поимки генерала Катасса из Фоя? Да, у нас на станции уже все готово для спецвыпуска на эту тему. Полковник Тодо не сможет воссоединиться с Катасса. Короче, Фоя на данный момент не обладает реальной военной силой. Единственное, что у них есть, запас жидкого Сакурадайта. Помощь генералу Катасе с бегством приоритетнее, чем битва с принцессой Корнелией. Оги! Кто мы такие? Орден Черных Рыцарей. Тогда задача у нас одна. Мы должны уничтожить войска Корнелии, чтобы спасти уцелевших бойцов Фоя. Сегодня ночью мы отвоюем то, что забыли при Нарите. Какие у нас шансы на победу? Глупый вопрос. Понял. Точнее, 100%. Начать подготовку к операции, выполнять текущие приказы и быть наготове. Зеро, подожди! Мне еще нужно кое-что сделать. Хочешь поговорить? Давай позже. Может, наместница до сих пор не одобряет использование нумерованных, но мой девиз — поручай работу подходящим для нее людям. Даже если речь о сыне бывшего японского премьер-министра. Да, кстати, вас это не смущает? Наша цель — Катаса. Если мы сможем его захватить, то с ФОЯ будет покончено. Захват будет производить пехота. Твоей задачей будет огневая поддержка морпехов с берега, пока они не захватят Катасы. А также уничтожение любых уцелевших после захвата. Уничтожение, сэр. Никого, кроме цели, в живых не оставлять. Прапорщик Сузаку Куруруги, покажи свою верность Британии. Это твой шанс получить повышение, не упусти. И что, на этот приказ ты тоже согласен? Милорд. Ах, теперь Так слушаешься? что, докажешь свою преданность? Тебя проверят на вшивость. Чё, нравятся вот такие приказы, да? Давай теперь выполняй, справедливый ты наш. Смотрите, не понравилось ему что-то.
Я до сих пор вот просто кайфую от его логики, честно. Это же ложь, да? Он не может работать на такую подозрительную личность. Не понял. Есть вероятность того, что этот юноша связан с ОЧР. С ОЧР? Вот суки. С террористами. Неправда! А вообще Не грамотно. может быть. Это должна быть ложь. Нет, грамотно. Мотивированного человека взяли, у которого родные. Прости мне это неверие в тебя. Но, Взяли человеку, у которого... пожалуйста, дай мне поверить в тебя. Черт. Похоже, она потеряла его из видов. Свяжись она со мной раньше, я могла бы сделать больше. Наверное, мне бы следовало первым делом взять того юноша под стражу. Нет, нужны убедительные доказательства. Если он заговорит с девушкой, я узнаю, как он связан с Зеро. Что более важно, если у него какой-то способ манипулировать памятью. Мне не придется умирать, потеряв свое положение и честь, как Джеремии. Нет, я использую этот шанс, чтобы подняться выше. И для этого я должна отыскать ниточку, ведущую к Зеро. В одиночку. Вот нека... Кто это? Прошу прощения. Прошу меня простить. Ты сейчас сомневаешься? Так. Сомневаешься? Я думала, что мы делаем это ради справедливости. Но? До этого момента я сражалась, потому что думала, что поступаю правильно. А, Благодаря этой мысли я смогла пойти на убийство. Но теперь... То, что мы делаем! То, что мы делаем, действительно может изменить мир! это война! Мы можем его изменить. Нет, нам придется. Но ведь будут жертвы. Не только солдаты, но и невинные очевидцы. Даже если так, именно поэтому нам нельзя сейчас останавливаться. Неважно, какие у нас методы. Даже если люди презирают нас как трусов, мы должны победить. И ради этой победы должна будет пролиться кровь. А для гарантии, что не напрасно, нам придется пролить еще больше крови. Значит, будет Но проливать. я не буду тебя принуждать. Калин, самое время повернуть назад. Но он понимает, на что идет, но не хочет других на такое толкать. Пока что. Мы и дальше пойдем одной дорогой. Куда вы, туда и я. Вот сволочь. Спасибо, Калин. Что-то мне... Да. Ранее ты меня спасла. Спасибо тебе. Сиси, ты мне нужна. О, как. Сиси. Я не могу позволить себе повторить ту же ошибку. Какую, интересно? Ты про себя? Да, кстати, вот это кто такой вообще? Время. Начать операцию. Всем подводным отрядам спуск на воду. Подводные. Погружение. Спецотряд сдерживания. Использовать вооружение категории Си. Наш отряд прикроет их с берега. Будьте осторожны, не потопите танкер цели. Слушаюсь, милорд. После торпедной атаки всем открыть огонь по собственному усмотрению. Повторяю, после торпедной атаки огонь по своему усмотрению. Ну, они атакуют остатки сил фронта освобождения Японии. Ну, началось. Черт, а Не может быть. Террористы? Ширли, что ли, там? Они что, нашли их укрытие, что ли? Зеро, началось. Зеро, мы выдвигаемся или нет? Зеро! Эй, ты меня слышишь? Они атакуют ФОЯ. Пока нельзя. Корнелия начала быстрее, чем я ожидал. Вмешаемся сейчас, умрем вместе с ними. Начать поддержку огнем. Использовать исключительно микрокалиберное орудие и боеприпасы. Будьте осторожны, чтобы не поджечь жидкий сакурадайт. Проклятые британцы, откуда они взялись? Враг! Прямо под водой! Как мы знаем... Итагаки! Увеличить плотность огня торпедами в направлении на 9 Будешь часов. стрелять? То, что мы делаем, это уже не сражение. Прапорщик Уруруги, Да, я знаю, что это может быть тяжело, но ты военный профессионал. Да? да. Вас понял. Ну давай, стреляй. Как они могли узнать о нас? Где Тода? Не можем найти ни его, ни 4 святых мечей. Да. Ну что с Киото? Разве они не послали подмогу? Должны были послать, но у нас нет сейчас способа с ними связаться. Они собираются дать нам здесь всем умереть? Мы сдаемся! Пожалуйста, не стреляйте! Мы из Фоя! Мы сдаемся! Майор, они объявляют, что сдаются. Игнорировать. Но, сэр... Игнорировать. Видел, это была лишь уловка, чтобы выиграть время. Продолжай выполнять приказ.
Лулу давай. на самом деле состоит в УЧР? Проклятье, еще чуть-чуть и будет поздно. Когда Зеро планирует начинать? Молюсь, чтобы Зеро оказался не только идеалистом, но и... Стратегом? Найтмеры забрались на корабль. Ясно. Теперь остается только один путь для бегства. Какой? В конце концов, им придется быть осторожными с тем Сакурадайтом. Зеро, если мы не поторопимся... Понял. Выдвигаемся. Что происходит? Я не понял, он что их... Из всех идиотских выходок. Они взорвали жидкий Сакурадайт? Он что? Генерала фронта... Как и ожидалось от Фоя. Самоубийством решили забрать и британцев с собой. Самоубийство? Как насчет сообщения, которое они послали? Мы будем прорываться прямо в штаб Корнелии. Офигеть. Ничто иное не имеет значения. Он... Результат важнее всего. Если хотите отплатить им за пролитую кровь Фоя, то захватите Корнелию в плен и покажите им нашу решимость и силу. Опять все как при Нарите. В таком случае... Эй, ты куда собрался? Использовал ФОЯ в качестве приманки, а сам атакует потрепанные основные силы. Типичный план, хотя и с изъянами. Пытаешься сбежать? Эй! Понял. Он сделал это, чтобы ослабить противника. Он использовал бесполезный ФОЯ как живой канал. Да, Зеро, превосходный материал. Воплощение хаоса. Покажи мне, что ты еще можешь сотворить. Покажи мне мир, который создаст твое эго. Вот сволочь. А он понял. Только такая большая тварь, как он, могла это просечь. Вражеская атака! К слову, очень эффектная. 204-й, сигнал потерян. Эриксон, объединиться с 308-м и обеспечить поддержку. Всем отрядам доложить обстановку. Повторяю, всем отрядам доложить обстановку. Он на самом деле себя взорвал? Генерал Катасы? Основные силы. Мог ли танкер быть ложной целью? По машинам сформировать линию обороны. Как они узнали? Ваше Высочество! Ну, на выход. Сбрасывайте их Найтмеры в море, прежде чем пилоты успеют забраться. Гурен МК-2, а ты со мной. Слушаюсь. Вот, давайте, погнали. Уличный бой. Найтмерами. Сейчас МК. Ставьте бой нам. Молчать! Да сколько еще раз я буду позволять им насмехаться надо мной? Ну... Еще до того, как я смогла запуститься. Ай-яй-яй. Думаешь, ты можешь превзойти меня в битве на Найтмерах? Нет. Он нет. А вот она да. Опять эта новая модель? Я взломаю твой люк и вытащу оттуда. Корнелия! Опа-на. Ширли? Не мельтеши, стреляй! Облом. И снова Ланселот всем все изгадил. Зеро, твои методы ничего не изменят. Или ты настолько зациклен на себе, что не видишь страданий других? Зеро! Время поквитаться за то, что случилось при Нарите. Ну, погнали. Опять ты, белоголовый! Ты без раздумий жертвуешь людьми. Ты всего лишь убийца. Ну, вообще он взял на себя твою функцию. Почему? Почему ты всегда стоишь у меня на пути? Почему ты бессмысленно проливаешь людскую кровь? Если бы не ты! Из-за тебя! Короче, у обоих счеты сильные друг к другу. Ну, у Лелуша не такой Найтмер, чтобы против Ланселота тягаться. Вылезай и беги как можно быстрее. Вот еще один результат твоих действий. Какой? То, что у него Найтмер хуже? Ланселот, сзади! Зеро, я тебя защищу! Ну давай, иди сюда. И снова МК-2 против Ланселота. Но это кровные враги, короче. Эй. Ага. Ширли. О-о. О-о. А откуда у него там пистолет? Он принадлежит Зеро. Ага. Твою мать. Тогда с его помощью... Ну, ясное дело, она его не застрелит. Тогда бы аниме не продолжилось бы. Но интересный момент. Я отомщу! За отца!
Узнала она? Не. Узнала, нет? Черт! Да нет. Скорее всего, она его не узнает, но и не застрелит. Прежде всего, хочу поблагодарить подписчиков, которые мне объяснили, что отец Ширли не являлся военным. Но, если честно сказать, я, может быть, там проглядел, где кто-нибудь скажите мне конкретную серию и конкретно какой-то момент, где это объяснялось, что ее отец не военный, а то что-то из меня выскочило это из виду. Если честно, я думал, что ее отец один из гвардейцев вообще, или, ну ладно, не из гвардейцев, но один из солдат. И каким-то образом, если честно, мне так как бы казалось, потому что мне казалось, что там погибли только военные. Но потом, если присмотреться, там видна разруха многих зданий. И, все становится понятно, что погибли также и невинные люди, и отец Ширли также был среди них. Но все-таки я проглядел, что ее отец не был военным. Честно. Если в какой-то до этой серии есть момент, что это объясняется, будьте добры, скажите мне конкретно про этот момент, потому что я как-то проглядел. Калин чувствовала себя, как и Лелуш, чувствовал себя ответственным за то, что произошло. Вот видите, это очень красивый момент, очень красиво поставленная история, что они живут рядом с людьми, которым они вынуждены из-за своих действий причинить боль. Калин — это очень уникальный случай, потому что, да и вообще весь Орден Черных Рыцарей очень уникальный случай, потому что до этого, до того, как Лелуш-Зеро подарил им победу, у них были только поражения, они видели только страдания своих людей. И после того, как они начали побеждать, они увидели, что также и страдают и родные тех, кого они убивают. И, например, Калин из-за этого совестлива, так как она дружит, например, с Ширли и с остальными. Чувствует она вину, она чувствует себя виноватой перед ней, потому что это ее подруга, она обычный человек, она не монстр, который убивал 11-х направо и налево. Это хорошая девочка с обычными интересами, мальчики там, учеба и так далее, и она никому ничего плохого не делала. Конкретно ей тоже, и конкретно 11-м также. Но, к сожалению, ее семья, которая также не была замешана в этих, скажем так, нацистских действиях, тоже пострадала. Хотя с другой стороны, да, и это к Судзаку тоже относится. Сколько невинных жизней были пролиты. Я помню первые 2 серии этого аниме, и это был просто какой-то кошмар. Бедные старики, я помню этот кадр, как бедные старики хотели выйти, просто уйти из дома, и их расстреляли, просто в наглую зашли в их квартиру, и людей расстреляли, и Судзаку при этом присутствовал. Ну, как присутствовал, он был в отряде или не был? Не был. Но вот, например, даже сейчас Судзаку приказали открыть огонь. Ну, это понятно, да, это фактически это террористы, фактически это, но они даже сдавались, они объявляли, что сдаются. Ну да, это уловка и так далее, но ему приказали банально расстреливать людей. И ему что, это тоже кажется, извините, пожалуйста, справедливым? Вот он, если честно, я до сих пор с ним очень сильно не согласен. Лелуша, точнее Зеро, он обвиняет в том, что его методы неверны, что это абсолютно неправильно, жизнь невинных людей и так далее и тому подобное. Но, извините, а до этого что происходило? С 11-ми. Ну ладно, хорошо, война между Британией и Японией. Да, они захватили этот регион, да, они отняли у них идентичность, название и вообще их культуру хотят уничтожить. Они хотят, но истреблять их в наглую, приходить к ним, вот, например, в Синдзюку. Что случилось? Пришли туда и расстреляли всех. И мэра расстреляли, маленьких детей расстреливали, там были эти кадры, прям вот нам черным по белому это показывали. Что, у Судзаку тогда не триггернуло, что ли? Когда он посмотрел, что сделал Лелуш, Зеро, извините,
что до этого британцы делали, его, значит, не триггернуло, значит. Да? Нет, он хочет с ними дружить и исправить их отношение к 11-м изнутри. Извините, пожалуйста, они 11-х считают гнильем. А его они не будут считать гнильем. Ну ладно, и что? Этим своим примером он докажет, что 11-е заслуживают чего-то большего? Ну докажет. Ну извините, пожалуйста. Это что? Их преступление смоет? Перед тем, что они делали? Ну честно, я снова же с Судзаку очень сильно не согласен. Я понимаю его философию изменить все изнутри. Потому что... Ну, он хочет все сделать правильно. Я не понимаю, но я все равно не понимаю. А что, с японцами поступали правильно? Причем с его соотечественниками. Ну ладно. По поводу Лелуша. Лелуш здесь, скажем так, пересек кое-какой барьер. Он... Там вот сцена в ванной, это такая символичная сцена. Очень часто эта сцена пребывает в многих и кинопроизведениях, и в аниме-произведениях, когда человек пролил кровь, когда на его руках невинные души, невинные жертвы. И это такой символизм, он пытается смыть себя все это, смыть себя грязь, смыть себя эту гниль, это бесчестие, через которое пришлось ему пройти, но никак не получается. Это останется с ним навсегда. С другой стороны, это война. Это война. И они проигрывают. И уж извините, кровь будет проливаться. Кален во время разговора с Лелушем это показала. Но там была такая ситуация, что, короче, иными словами, во время этого разговора Лелуш взял всю ответственность на себя. Когда он сказал, кровь будет проливаться, она будет проливаться. Этим самым он сказал, короче, грехи все на мне. Но если не хочешь со мной идти, не иди. Вот этим он ее, скажем так, дал иллюзию свободы. Он ее отпустил, думаете вы? Ни за что бы он ее не отпустил. Она нужна. Кален нужна ему как воздух сейчас. Она единственная боевая единица, способная справиться с Ланцелотом и с Корнелией. Он, короче, перешагнул черту. И мы видели, как он ее перешагнул. Он перешагнул черту. Он воспользовался остатками сил фронта освобождения Японии, ФОИ. Он ими воспользовался, потому что они по факту все уже, они уже исчерпанный материал. И он их взорвал. И сделал при этом сделав из них мучеников. Везде это сейчас распространится, что великий генерал покончил с собой, забрав с собой нескольких британцев. Тем самым он, Лелуш, пробил брешь в их атаке и смог контратаковать очень быстро, чтобы добраться до Корнелии. И снова же завертелась драка между Гурен МК-2 и Ланцелотом. Ну, господи, это вечное противостояние, я прямо чувствую. И последний момент, как Ширли взяла пистолет и может застрелить Лелуш, и может застрелить Зеру, но при этом маска снялась, и он был ранен. Сможет ли она это сделать? Конечно, не сможет. Господи, кого мы обманываем? Ясное дело, она не сможет его сделать. Что ж, это была 13-я серия. Ой, господи, простите. Это была 13-я серия Код Гиаса, оставший Лелуш. Спасибо, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравились мои комментарии, если вам понравилась моя реакция, мой обзор в конце ролика, будьте добры, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. И удачи!